Всем доброе утро! Сегодня мы поедем в Тажерсинко. Тажерсинко — это в пригороде Буэнос-Айреса, Сан-Исидро. Держит его Володя, который очень хорошо обслуживает машины. Мне нравится. Теперь я езжу пока что только к нему. Если он может что-то сделать, я еду к нему сначала. Ну, если вдруг скажет, что что-то не сможет, тогда буду искать где. Как правило, я всегда езжу или на официальный сервис Chevrolet, или езжу на этот самый ИПФ. Такие боксы имеют ИПФ, которые заправки, и у них есть боксы, там масло менять, то все. Но теперь в последнее время начал ездить к Володе, потому что, мне понравилось, как он обслуживает. Я оставлю ссылочку, как говорят, на Instagram его в описании для видео. Кто хочет тоже в такую мастерскую, мало ли, как говорят, может ему проще, то пускай тоже обратится к Володе. Но сейчас не про то. Пока мы будем ехать, я вам кое-что буду рассказывать. Еду я туда тормозные колодки менять. Вот, смотрите. Это General Motors колодки бразильские. Так как у меня машина бразильская, надо поменять тормозные колодки. Бо изредка что-то попискивает, и мне это не нравится. Лучше, как говорят, поменять. Одним словом, едем по этим делам. И сегодня буду, пока по дороге ехать, вам рассказывать кое-какие истории, в принципе, про язык. Почему про язык, про испанский язык, про то, как я его учил, про то, как считаю, как его лучше учить. По одной простой причине, что получилось так, что я в последних видео, где брал, ребята там одни рассказывали про то, как они юрты строят, про то, как они бизнесом занимаются. И там затронули язык, и я там пошутил, шутку такую выдал, что мы тут уже живем больше 2 лет, а аргентинцы до сих пор русского языка не выучили. И начали подпрыгивать, я не знаю, кто там, со своими критиками, что я там кого-то пытаюсь обижать этим, оскорблять и все. Так я просто хотел и попробовал бы сам выучить этот язык. Так я вам на эту тему все и порассказываю. Во-первых, там никакой в этой шутке критики нет. Это анекдот старый и старший. Мы его еще лет 20 назад использовали, этот анекдот. Это такая смешинка. Ничего там такого нету против кого-то из тех, кто сюда приехал. 2 года это случайное совпадение. Так что не переживайте, этот анекдот родился раньше, чем некоторые родились на свет. И уже он здесь использовался. Это не к вам. Не берите все на свой счет, что только что не случится вокруг, это все или против вас, или за вас, или еще что-то. Можете поверить, куча людей живет вообще сама по себе, не думая ни о вас, ни о ком. Так что это просто анекдот про русскоязычных, которые сюда приезжают. И ко мне относится, и к другим. И мы им пользовались уже очень давно. Но я хотел рассказать, сам бы попробовал. Да, я попробовал, представляете, я именно это и проходил. Когда я приехал, не было никаких электронных переводчиков, не было переносных телефонов, в которых мы бегали все со словариками. Я приехал, языка я не знал и изучал уже его здесь. На курсы по языку я не ходил. И до сих пор считаю, что самое правильное и самое быстрое изучение языка — это когда ты начинаешь общаться конкретно с местным населением в Аргентине. И никакие курсы, никакие переводчики не помогут вам быстрее выучить язык. По одной простой причине, что, допустим, сейчас берешь устанавливаешь приложение переводчика, и, к примеру, ты что-то говоришь, и этот переводчик раз, и все переводит на другой язык, ты дал послушать, человек туда ответил, ты послушал, кажется, все окей, да? Но языку это не поможет. Не поможет по одной простой причине, что вы должны не бояться говорить. Чтобы не бояться говорить, даже при наличии всех переводчиков и все остальное, надо делать не переводить через телефон и человеку показывать то, что ты перевел через телефон, а телефон сказал, какой-нибудь искусственный интеллект. А надо послушать, что этот искусственный интеллект сказал на испанском, и постараться самому это все повторить. Тогда у тебя будет вырабатываться то, что ты перестанешь бояться именно разговаривать. Ты перестанешь думать, что кто-то над тобой начнет смеяться. Ты перестанешь, и ты увидишь, что никто в Аргентине не будет смеяться над теми, кто говорит плохо, над теми, кто неправильно говорит. Потому что все почему-то думают, как некоторые там написали, наподобие того, у нас нет теперь возможности заниматься языком, нам работать надо.
Мол, типа, из-за этого мы страдаем, потому что мы не можем выучить язык. А вы думали, что все остальные, когда приехали, сели тут попой ровно на этом самом, достали свои $1000 и сидели, язык учили? Все работали. Особенно в прошлые иммиграции, которые приехали там 20 лет назад, 30 лет назад. Все работали и учили язык на работе, и ничего страшного в этом нет. Я, к примеру, всегда считал, что я не способный учить языки. Но страх и понимание языка ко мне пришло через 7 месяцев жизни в Аргентине. То есть о чем я имею в виду, какое понимание. Я начал ехать в электричке, ехал с работы, и сидели за мной две женщины и сзади, и разговаривали, две аргентинки. И я в это время сидел спиной к ним и слушал, о чем они говорят, и я понял, о чем они говорят. Это был как бы прорыв. Я понял, что я могу даже понимать речь, не обращая внимания на то, кто как говорит, на его шевеление губ, не показывать на руках. Но это тоже, даже если вы что-то не понимаете, хотите объяснить, но не знаете, как это сказать, вы не должны не страдать, не бояться ничего. Значит, объясняйте, как понимаете. Надо нарисовать, нарисуйте на бумажке, но без электронных переводчиков. А попробуйте все-таки научиться общаться с людьми без переводчиков. То есть, если переводчик даже подсказывает, как надо выговорить, какую фразу надо сказать, вот попробуйте эту фразу просто повторить сами. Не телефон тыкнуть, а повторить сами. Тогда вы начнете хоть что-то там выучивать. А так это все, честно говоря, байки и отмазки. Вот там работа мешает, вот там еще что-то мешает. А если честно говоря, мешает нам только то, что наш мозг всегда не хочет перегружаться. И находит всегда кучу всяких причин, почему мы не должны этого делать. Заметьте, есть даже такая пословица, говорят, кто хочет что-то сделать, он ищет возможности. Кто не хочет что-то сделать, он ищет причины. Он ищет, почему доказать и как доказать, почему он не хочет это сделать. И это большущая правда, ребята. Так что вот, что я вам хотел сказать. Если думаете, что я не учил язык, учил, со словариками бегали. Не было тогда телефонов, но были словарики, были учебники испанского языка, к примеру, там еще школьные какие-то, мы их с собой тащили. У всех были куча словариков в кармане. Приходишь к какому-то киоску газетному, хочешь что-то купить, достаешь словарик и начинаешь там по словам искать и формулировать фразу. И потом пытаешься это все ему сказать. Смешно получается, не смешно, без разницы. Аргентинцы, как правило, я не видел тех, которые издевались бы над тем, что ты там что-то иностранец, не умеешь правильно высказаться или там с ошибками говоришь, или что. Они, наоборот, помогают и все такое. Это самое правильное изучение языка. Ни курсы, ни переводчики, ни черта. Это хорошо, и курсы, и переводчики, это вообще это плюс большой. Но все равно для тех, кто хочет выучить язык. А для тех, кто себе находит причины, начинает смотреть телевизор на своем языке, общение у него на своем языке, потом проходит 2 года, 3 года, он ни бельмени, ни кукареху, кроме там это самое, дайте покушать, там купить, quanto sta, типа сколько заплатить, вот такие примитивные фразы, и все время находит какую-то причину, а почему, ну вот мы не делали это потому, а вот мы не можем выучить, бо нам надо на работу ходить, так все как раз на работу всю жизнь ходили. Вот приезжали и сразу искали работу и ходили на работу, и быстрее выучивали язык, потому что на работе ты общаешься конкретно с людьми, которые здесь живут. Это как, знаете, как вам сказать, не знаю, не все, наверное, проходили этот этап, но факт есть факт. Я, к примеру, проходил в своей жизни и могу на эту тему рассуждать. То есть я и язык учил, и теперь как-никак общаюсь, мне ничего не мешает. Я не скажу, что я там досконально его знаю, что я до сих пор уже сейчас не делаю ошибок. Конечно, делаю ошибки. Конечно, не все слова я знаю, особенно если это какие-то специфические. Я не знаю, может, каких-то медицинских терминов, которые мне не нужны, я их и не знаю.
Может, я не знаю каких-то технических слов там по разработке, космическим разработкам. Да, они мне не нужны, я их не знаю. Вот, но общение с людьми, если ты собрался здесь жить, тебе нужно. Ты должен понимать, ты должен разговаривать, ты должен хорошо выражать свою мысль и научиться так. Хорошо, ты не знаешь какое-то специфическое слово, значит, знаешь другое какое-то специфическое слово, которым ты заменишь это слово. Это нормально. Если ты можешь, значит, объяснить чуть ли не на пальцах, это тоже нормально. Главное перестать бояться и начать разговаривать. Так вот, про что я еще говорил. Это как, знаете как? Это как бросать курить. Кто-нибудь бросал курить? Вот я бросал курить. За год у меня получилось бросить курить. То есть в каком плане за год? Почему за год? Сейчас объясню. По одной простой причине, что первое время ты бегаешь и все время выдумаешь сам себе причины, почему, ты, как ты можешь бросить курить. Тратишь кучу времени на то, чтобы найти, вот есть вот такая технология там по бросанию курить, вот есть такие-то тут, учебники по бросанию курить, вот есть жевательные конфетки, которые надо с утра до вечера жевать никотиновые, чтобы бросить курить. Не, тогда мы будем курить там другие какие-то травки там, или какие-то веники, или какие-то там эти дуют там, в общем, вайпы там, еще что-то называется. Но все равно нам надо что-то в рот засунуть, понимаешь? То есть хоть кусок веника, но надо же в рот засунуть, бо как это ж я просто возьму и брошу курить. Вот как вот. И вот это ты теряешь время, выискивая вот эти вот все заменители. Потом, наконец-то, не покурил там какой-нибудь месяц-два, думаешь, все, я уже бросил курить. Значит, теперь, если я даже одну там с друзьями закурю, уже все, я же уже знаю, как бросать курить. Закурил одну с друзьями, через 3 дня закурил одну с друзьями, все, ты снова куришь, как и дымел, только еще больше. Это как вес сбрасывать. Вот. И ты куришь снова. Потом начинается, через несколько месяцев ты думаешь, надо же бросать курить. И вот это вот круговорот говна в природе, который называется, сам себе выдумки выдумаешь, и потом, за них следишь, и снова начинаешь выдумки какие-то выдумывать. И знаете, как реально бросить курить, и бросить курить быстро? Это есть один способ, но не все его хотят. Это как выучить язык. Надо, просто бросить курить. Вот просто тупо бросить курить. И не выдумывать там никаких заменителей, никаких жвачек, никаких таблеток, никакого пива там, или еще что-нибудь себя наградить за бросание курить, а просто тупо бросить курить. Все. И вот как ты понял, что ты просто тупо бросил курить, и без никаких-нибудь награждающих себя там таблеток, вайпов, фигайпов, вот тогда ты бросишь курить. То же самое происходит с языком. Ты сколько хочешь можешь выдумывать о том, почему ты не можешь выучить язык. Это просто надо брать и учить. Я учил язык, заучивал даже детские сказки на испанском языке, заучивал на память. Вот как мы дома там привыкли вот эти вот стишки в школе учить. Вот так берешь какую-то сказку, я до сих пор я одну учил, и до сих пор, чтобы слова у тебя в голове оставались. Пускай ты их не все сразу понимаешь, но ты должен заучить. Другого выхода нет. Все эти сказки буду учить во сне, буду учить с учителем, буду учить с тем. Нет. Ты должен общаться, насколько можешь, открывать рот. И именно ты говорить, а не телефон за тебя должен говорить. Ты должен, заучивать слова. Чем больше словарный запас, тем лучше. Ты должен отказаться на какое-то время практически от всего, что можешь в общении на своем языке, чтобы тебя не перебивало и не удовлетворяло. Да нахрен надо, я и на этом языке могу поговорить, недостаточно. Не смогу объясниться в кабаке в каком-нибудь аргентинском, да пойду в наш кабак, там посижу. Вот так ты сам себе и, как говорят, морочишь голову. Также, честно говоря, бросается пить. Кто там, не рассказывает про всякие методы, гипнозы, шифровки, кодировки, херовки, Все это байки для того, чтобы выдумать самому себе, почему ты, не хочешь этим заниматься. Вот это вот и есть. Но на самом деле это все делается только одним методом. Брать и сделать. Других методов, не знаю, я на себе пробовал, ни хрена не выходит.
берешь, к примеру, этот самый, и бросаешь курить. И таким образом я вот бросил, ну сколько уже, да и не помню, наверное, лет 15. Сначала, как все, конечно, считал, сколько ж там уже дней, я такой герой, блин, там не курю, там, к примеру, уже месяц, уже можно попраздновать, уже там 2, уже вообще можно попраздновать, 3, уже можно попробовать, типа, закурить снова, вдруг уже и тяги не будет, ага, не будет. Именно в этом и есть тяга, блин, попробовать закурить снова. Так само с выпивкой, так само с изучением языка. Как только ты поймешь, что ты по-любому объяснишься, хоть на пальцах, хоть на кивках, хоть не теми словами, но все равно тебя люди смогут понять, и ты начинаешь понимать, о чем они говорят, и этот страх пропадает, ты должен выкинуть все эти переводчики, там, блин, не знаю, ты должен говорить, тогда научишься. А все вот эти сказки о том, как это все не дает, потому что ты работаешь, да потому что ты занят, да потому что ты в стрессах, блин, и ты там бедненький такой, блин, переживаешь, и из-за этого ты не можешь спокойно сидеть, там, учить, или ты не можешь без сигареты этот стресс пройти, или ты не можешь там без выпивки этот стресс пройти. Херня это все. Самообман обычный, блин. Ну и, конечно, байки, которые можно там, не знаю, друзьям рассказывать. Так что, ребята, видите, все проще простого. Ну, а теперь что-нибудь, как говорят, не из лекции о том, как что делать, а посмотрим что-нибудь из нашей жизни такого интересного. Вот. Вы же вчера работал на этом самом районе, компьютера делал. Завтра тоже поеду в Палермо компьютера делать, но вопрос не в том. В районе, где продают запчасти к машине. Ну и так как я работал именно там, думаю, так магазин на магазине по запчастям. А мне же надо как бы эти самые, я же рассказывал, что мне, ну, вот так, ну-ка, вот мне тут. Хорошо, говорит, выезжайте на автостраду, поедем по автостраде. А вы пока будете смотреть автострады и все в таком духе. Бо есть, можно ехать по платной дороге, вот я на которой выезжаю, а можно ехать по обочине, там типа не будут деньги брать. Но мы поедем по платной. И тут быстрее. Значит, работал там и решил, что нужно тормоза все-таки поменять, колодки. Они срабатывают, но изредка бывает такое, что едешь, и если резко нажать, что-то там похрускивает. И мне что-то так это не нравится, потому что думаю, ладно, в городе ты еще там 40-60 максимум, 20 в некоторых местах, 30. А вот на таких автострадах, вот у нас 130 по ней. Ты идешь 130, кто-то затормозил, а у тебя тормоза поскрипывают. Ага, как раз. Еще то счастье прямо, блин. Вообще суперски. Так что не, поеду, думаю, куплю колодки и поеду до Володи. И в чем прикол? Кажется, целый район автомагазинов, в том числе и магазинов Chevrolet, которые мне как бы по марке нужно. Пошел я по ним спрашивать. Посмотрел сначала, есть у нас такой сайт Mercado Libre, это наподобие Амазона или наподобие этого Алиэкспресса, только аргентинского. И сначала глянул туда, сколько стоят колодки оригинальные для моей машины, тормозные колодки. Там было 25 тысяч, плюс 3 тысячи за 25 тысяч песо, это 25 долларов, ну так грубо, чтобы не совсем. И плюс 3000 за доставку, и если я типа с утра куплю, то сегодня вечером их привезут на дом, на мотоцикле. Соответственно, думаю, да ладно, магазин под самым носом. Пойду, может, на доставке сэкономлю там. Зачем? Ой, сейчас выйду, время есть, пока там инсталируется, устанавливается Windows и всякие эти самые штучки, схожу туда. Пошел в один магазин. А я же о чем говорю, у нас же магазины, еще что же, еще ж те ж хитряки, они не всегда, ну, не все, конечно, есть только некоторые такие, но некоторые есть, которые смотрят не сколько стоит цена, а какой зашел покупатель. Если видят, что покупатель иностранец, это все, это красота, это типа добыча, и они начинают цену складывать в уме, глядя тебе в глаза. Соответственно, так, я посмотрю, сколько тут мне поворачивать, через 750 метров съезд, так что надо брать правее.
немножко на всякий случай, чтобы не прозевать съезд. И вот подхожу, спрашиваю, так, модель такая-то, колодки такие-то, ребята, сколько стоит? Сразу такие цены. 32 тысячи, 33 тысячи. И показывают, я говорю, так это же не те, что мне надо. Не, ну это compatible, то есть они тебе подходят. Только марка чуть-чуть, ну как бы это самое, немножечко хуже, но в принципе они тебе подходят. Я говорю, не, ну хотелось бы, конечно, что-то все-таки это самое. Так, телепасы, мануаль, поедем. И этот самый, хотелось бы, я говорю, лучшие. Они такие, ну, тогда 40 тысяч. Я говорю, сколько? И показываю ему фотографии такой без цены, которую на Mercado Libre в закладке поставил, оригинальные. Он такой сразу, не, ну это же оригинальные, это же типа, блин, знаешь, они вообще в 2 раза дороже, вот оригинальные. То есть тут тебя рассаживают, чуть ли вчера я ходил по там в 3 или 4 магазина, зашел в принципе от 37 до 60. Кто как считает нужным тебя взуть, так и пытается это сделать. Я к чему это все рассказываю? Я, конечно, потом просто нажал кнопочку в телефоне, купил на Mercado Libre это все хозяйство и чай. И на том, куда он едет, не пойму. А, вон туда. К чему я это все рассказываю? Я это все рассказываю к тому, что, ребятки, надо очень внимательно на всю вот это вот хозяйство смотреть. По одной простой причине, что сверяйтесь. Нам кажется, вот в магазине, вот район, где все магазины стоят, там будет дешевле, чем, к примеру, там на сайте, на Mercado Libre, еще такое. А не всегда так. И наоборот, потом я поговорил с работниками, и они мне рассказали, что это, во-первых, не так, а во-вторых, наоборот, может быть дороже. Почему? Потому что им надо содержать магазин, им надо содержать продавцов, аренду магазина оплачивать. То есть у них гораздо больше расходов, чем у тех людей, которые просто продают через интернет. Потому что через интернет люди могут просто иметь как бы где-то какой-то склад захолустный, туда приехал, мотоцикл забрал и повез. И работать, как говорят, ну, меньше растрат у них, меньше вот этих растрат на содержание всего этого магазина, чем даже в таких районах. Вот что хотел сказать. И таким образом, с доставкой на дом, в 6 часов вечера мне приехал и уже привезли на мотоцикле, мне обошлось типа 29 тысяч вот эти вот колодки. А если бы, кажется, я сам зашел в магазин и купил, а если бы еще перед этим не посмотрел, то, наверное, и на 60 бы развели. Ничего, жизнь, она такая, и надо понимать просто. Так что все, я уже подъезжаю, как бы, только смотрю, как кого здесь объехать, я уже подъезжаю вот в этот райончик, мне не так много осталось, может с километр, и я буду уже у Володи. Так что все, надеюсь, я кое-кому подсказал, как правильно и быстро выучить язык, как быстрее всего. Подписываемся, обсуждаем. Так, кто не знает, вот мастер, которого я оставлю ссылочки все в описании и в первом комментарии. И если вам тоже нужно, чтобы вот так вот сделали, звоните, сами с ним соединяетесь и договариваетесь. У него здоровая мастерская с подъемниками, со всеми. Вон даже разобранные всякие джипы стоят. Колодки, оказалось, у меня были еще нормальные, но, чтобы не страдать паранойей, я их поменял. Вот, видите, еще даже этот свистулька еще не дотрагивалась. Я думал, что уже все. Ну ладно, ничего страшного. Кому надо, могу на грузки колодки продать. Будете рыбу ловить, грузки, если надо.